История мира – это целый ряд хаотичных событий, открытий, тайн и недомолвок. Однако существуют загадки, которые нелегко рационально объяснить. Одна из самых интересных – следы человека в эпохе, когда человечество по всем законам логики не могло существовать. В 1968 году собиратель трилобитов Уильям Мейстер недалеко от Антилопы Спрингс, штат Юта, в кембрийском слое обнаружил небольшой трилобит. Окаменевшее существо, вымершее почти 420 миллионов лет назад, было растоптано человеческим сапогом. Отпечатки человеческих ботинок найдены и в других частях света. В 1922 году в Неваде горный инженер Баллоу, ищущий окаменелости, наткнулся на след человеческой ноги, отпечатанный в скале. В окаменелости можно заметить даже след от нити, которая могла соединять нижнюю часть ботинка в верхнюю его часть. Окаменелость насчитывает 210-250 миллионов лет и происходит из третичной эпохи, когда на Земле господствовали динозавры. В 1934 году Эмма Хан вместе со своей семьей отправилась в путешествие в Льяноуплев, штат Техас. Устав от жары, они укрылись в небольшом выступе скалы, в котором был какой-то предмет. Один из мужчин стал бить камнем по скале, пока не выколол загадочный предмет. Как оказалось, молоток. Стержень инструмента окаменел, а часть внутри молотка превратилась в уголь. Химический анализ, проведенный в 1989 году, показал, что молоток был сделан из железа 96,6%, хлора 2,6% и серы 74%. Интересно, что молоток из чистого железа не ржавеет. Скептики считают, что инструмент насчитывает не более 2 столетий и является остатком шахтеров. Некоторые ученые датируют находку в 10 тысяч лет, но тогда люди не могли создавать такие сложные вещи. Другие исследователи полагают, что молотку может быть до 140 миллионов лет, о чем свидетельствует обугливание и окаменение хвостовика. Они предполагают, что в противном случае такие процессы не могли бы произойти. Летом 1860 года профессор Джузеппе Рагаццони искал окаменелость в Кастендоло. Неожиданно для себя в третичном поселении он обнаружил остатки человеческих костей. Найденный череп был заполнен окаменевшими кораллами и илом зеленовато-синего цвета, который был родом из среднего плеоцена. В 1875 году Рагаццони уговорил своего друга Карла Германини купить место, где он ранее сделал открытие. Ил, служивший хорошим удобрением, которое Германини должен был добывать, должен был быть продан фермерам, а любая находка, извлеченная из траншеи, должна была быть передана в руки Рагаццони. Долгое время ничего не было найдено, но в 1879 году было сделано открытие. Примерно в 15 метрах от места предыдущей находки были обнаружены еще человеческие останки. Были извлечены куски черепа, кости рук и ног, фрагменты позвоночника и ребер. Через несколько дней был обнаружен еще и полный скелет женщины, лежавшей в плейстоценовом слое, который никогда прежде не был тронут человеческой рукой. Останки были исследованы. В 1883 году ученый Римского университета профессор Джузеппе Серги подтвердил, что скелет мужчины, женщины и 2 детей принадлежат представителям современных людей. Синий-зеленый ил происходит от плеоценового слоя, от 3 до 4 миллионов лет назад. Таким образом, эти люди должны были жить до этого периода. Современные исследования останков радиоуглеродным методом позволили установить возраст кости. Получилось примерно 960 лет. В 1870 году в Лоун-Ридж, штат Иллинойс, была пробурена скважина. На глубине 35 метров рабочие наткнулись на странную монету, напоминающую четвертак. На лицевой стороне изображены 2 человеческие фигуры, в том числе одна с головным убором. На обратной стороне скрюченное животное с большими глазами, большой мордой и остроконечными ушами. Край монеты окаймляют надписи, тисненные на незнакомом языке. Находка вызвала огромный интерес, и ее подвергли многочисленным исследованиям. Оказалось, что предмет находился в слое от 200 до 400 лет. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.